Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья! Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео поговорим о том, что если у вас на работе начались проблемы, вам нужно обязательно присмотреться и, возможно, вы выявите признаки порчи на работе. Какие же это главные признаки порчи? Далее более подробно все в этом видео. Вы должны понимать, что порча – это сильное энергетическое влияние, которому противостоять практически невозможно. Единственное, что от того, насколько сильное у вас биополе, зависит и то, как быстро и насколько сильно именно порча подействует на вас. Если ваше биополе на данном этапе обессилено, вы быстро растеряете все положительные энергии, и у вас начнется неприятный жизненный этап. Вы потеряете все, что имеете в своей жизни, а проблемы будут преследовать вас на каждом вашем шагу, и избавиться от них у вас точно не получится. Вы опустите руки, сдадитесь, и негатив очень быстро зовет все вокруг вас. Таким образом, ваша жизнь просто перевернется с ног на голову. А вот если ваше биополе крепкое, вы не будете так резко ощущать влияние порчи на вашу жизнь, а неприятные события будут постепенно ее наполнять. У вас могут появиться признаки порчи: вялость, нежелание заниматься самыми привычными делами. Вам постоянно будут хотеться спать, либо наоборот, вас будет мучить бессонница, а проблемы будут возникать постепенно. Но если вы не будете реагировать на них, они, конечно, будут усугубляться при этом с каждым днем. Но у вас будет время определить, что на вас навели порчу, и тем самым вы сможете быстро среагировать, так как время в данной ситуации терять нельзя, иначе оно работает против вас. Вот поэтому очень важно проводить практики, ритуалы по укреплению своего биополя и по очистке вашей энергетики. Порчу обычно наводят близкие люди, которые завидуют вам, которые злятся, которые хотят оказаться на вашем месте и относятся к вам не с чистым сердцем. Но бывают, конечно, и исключения, когда это делают люди, хорошо не знавшие вас, и только для того, чтобы в какой-то момент вы им перешли, например, дорогу. И такая порча, она более все-таки слабая, так как они не могут подпитывать постоянно данный негатив, ведь находятся на расстоянии от вас. Порчу возможно навести на все сферы вашей жизни, начиная от семьи, дома, здоровья и работы. И в этом видео мы с вами поговорим о том, к чему приводит порча, наведенная на работе, и как от нее избавиться. Поэтому, если вы успешный, богатый, благополучный человек, или, например, человек, который имеет свой бизнес, хорошую высокооплачиваемую работу, у вас есть возможности развиваться, знайте, что за вашей спиной стоит много недоброжелателей, которые хотят принести вам вред, отобрав у вас все то, что вы, например, имеете. Такие люди, они очень опасны, так как они пойдут на многое, чтобы причинить вам вред, но не подумают о том, что могут идти своей личной дорогой, не растрачивая силу своих энергий на злость и плохие дела, и также добиться того, что они пожелают. Бывает такое, что день прошел у вас в обычном режиме, а проснувшись на следующее утро, вы прямо ощущаете, что с вами что-то не так. Нет былого желания, хватки. Вам даже все равно, что происходит в округе. И все равно, если у вас деньги, что происходит с вашим, например, бизнесом. Вас одолевает усталость и желание бросить все то, чем вы занимаетесь. Оставить свою же работу, на которую еще вчера вы шли с большим удовольствием. В этот период с успешным человеком происходит такой, знаете, переломный момент, когда резко человек перестает верить в себя и в свои силы и способности. И успешная карьера в один прекрасный момент просто начинает рушиться. Вы не можете больше принимать правильные решения, вы боитесь ходить даже на сделки, не знаете, как общаться с людьми, хотя ранее вы и подумать не могли, что это может составить для вас какие-либо трудности.
А когда вам задают вопрос, что с вами происходит, вы не можете объяснить, что с вами происходит и что служит для этого первопричиной. Вы начинаете постоянно нервничать, у вас происходят какие-то срывы. Это портит отношения с окружающими вас людьми, и вас начинают сторониться. Не хотят иметь с вами больше никаких общих дел. Работать в одном коллективе, так как считают, что вы стали непредсказуемым и неизвестно, что от вас можно ожидать и когда возникнет следующий скандал. Вы постоянно стараетесь вступить в конфликт с начальством, ищете для этого повод и, не найдя его, просто придумываете. Вы не можете больше создавать никакие проекты, фантазировать, у вас напрочь отсутствуют идеи. Хотя еще вчера вы их озвучивали, что нужно и что бы вы хотели сделать, например, в ближайшее время. И ни с того ни с сего вы перестаете вести проекты, которые начинали до этого, и при этом успешно. Также вы перестаете следить за финансами, с которыми связаны. Вы подписываете бездумно бумаги, что в результате приводит к финансовым проблемам, и потеря средств будет продолжаться на протяжении всего времени. Вы теряете профессиональные навыки, вы запускаете повседневные задачи на работе, и она у вас накапливается изо дня в день. А вас это совсем не интересует. Вы постоянно думаете о чем-то, но только не о работе. Вы больше не хотите развиваться, продвигаться по карьерной лестнице. Вы даже не расстраиваетесь, когда вас и вовсе уволят с работы. А потеряв работу, вы можете начать, извините, пить и злоупотреблять наркотиками, ввязываться в азартные игры и в плохие компании, что в результате полностью разрушит вашу жизнь. Поэтому порча создана для того, чтобы разрушить личность человека, сделать его абсолютной противоположностью тому, кем он был ранее. Если что-то из этого происходит в вашей жизни, остановитесь. Посмотрите по сторонам, подумайте, кто же желает причинить вам вред. Если это кто-то из ваших близких людей, то такой человек на протяжении того времени, когда у вас начались проблемы с работой, постоянно присутствует возле вас. Расспрашивает о том, что вы планируете делать, предлагает даже свою помощь. И если вы отказываетесь, он становится слишком навязчивым. Это происходит из-за того, что данный человек хочет лицезреть ваш провал, который вы сейчас терпите. Также в этот период он отбирает у вас остатки положительных энергий, отсутствие которых и приведет к проблемам и в других сферах вашей жизни, которые из одной плавно будут переходить в другую. Недаром вы слышали, наверное, такую пословицу, которая говорит о следующем. Никогда и никакая беда не ходит одна, за одной приходит из бед череда. Также такой человек старается на подсознательном уровне, так как знает, что виноват в том, что с вами происходит, как бы оправдываясь, навязать вам свою помощь. Вам могут со временем передать, что данный человек плетет интриги за вашей спиной, распространяет всевозможные сплетни. Таким образом, он готовится занять ваше место, стараясь уменьшить ваши достижения и увеличить свои. Затем внимательно осмотрите свое рабочее место. Если вы обнаружите, например, клок шерсти, иголку, булавку, которые, например, воткнуты в стены в вашем кабинете или в то место, где вы сидите, они могут быть, кстати, и прикреплены и под столом. А также, если вы найдете землю, нитки, воду, которая, кстати, будет иметь неприятный запах. Также может быть и кусочек зеркала, кусочек ткани с пшеницей или маком. Также может быть какой-то непонятный камушек, ржавая монета, соль, которая может быть насыпана в тумбочке вашего стола или даже среди документов. Если что-то из этого вы обнаружили, срочно нужно от этих предметов избавиться, но ни в коем случае нельзя брать их руками, так как вред, на который они сделаны,
сделаны, убрать из вашей жизни после этого будет невозможно. И ни в коем случае в этот период никому не рассказывайте о том, что вы нашли, так как недоброжелатель, воспользовавшись данной ситуацией, наведет еще одну порчу, и вы, не избавившись от этой, будете иметь слабое биополе и второе энергетическое вмешательство, и вам будет очень сложно противостоять. Найдя такие подклады, сразу обращайтесь к сильным ритуалам и чисткам, которые передавались нам для помощи от наших предков. Только, пожалуйста, не теряйте время. Также не стоит никогда и ни перед кем хвастаться своими возможностями, достижениями и подчеркивать, насколько вы успешны, финансово независимы, сколько всего прекрасного вы можете позволить, например, в своей жизни. Потому что счастье, успех, они любят тишину. Поэтому чем меньше люди знают о вашей жизни, тем меньше им хочется оказаться на вашем месте. Берегите себя. Внимательно смотрите на свое окружение и соблюдайте дистанции, даже те, которые, казалось бы, у вас были и есть с вашими друзьями и людьми. Укрепляйте, пожалуйста, и вовремя свое биополе. Проводите очищающие ритуалы, практики. Обязательно всегда выставляйте защиту из-за многих ситуаций. Тогда вам точно не придется переживать. Помните о том, что все-таки в этом мире очень много есть завистливых, злых людей, которые желают нам зла. По одной простой причине, что они не могут добиться или не желают, и как паразиты пытаются подцепиться к тем успешным людям, которые чего-то смогли добиться в жизни. Друзья, мы надеемся, что наши советы и наши рекомендации вам помогают в жизни. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Обязательно подписывайтесь на наш канал. Также, друзья, заходите на наш канал, на канал Эзотерика для тебя. Тут много очень полезной, важной, нужной, интересной информации. Также, друзья, обязательно подписывайтесь на наш телеграм-канал. Ссылка на телеграм-канал будет в описании к этому видео. Ставьте лайк этому видео. И, друзья, обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. Ну а прямо сейчас на экране вы видите два прямоугольника. Друзья, это следующие рекомендованные видео для вас. Выбирайте то, которое вам интуитивно интересно, и смотрите, там много полезной, важной, нужной и интересной информации.